У девчонок сегодня закончился второй день экзаменов. Вот, и сейчас мы пойдем в магазин. Вот они еще экзамены не начались. Привет. Ну что, пошли? Вот мы вышли на улицу, уже темно, 9 часов вечера. Сейчас... Привет. Я показала. Часы. Мои можно. Вот я буду сказать, я понимаю. Вот такие вот сумочки для этого. Нет, Наталья, мне нравится розовый. Хорошо, мы сейчас посмотрим. Такие есть, такие. Видели? Вот такие. Видели? Вот такие. Нет, я хочу розовый. Розовый нет, есть только blue and red. Хочу. Давай вот такой вот возьмешь сейчас? Да. Хорошо. Сейчас буду 7 лет. Хорошо. Давай. На как открывать? Леня, аккуратно сходи. Вот сейчас пойдем, зайдем вот в этот магазин. Давайте, идите. Подожди, давай обувь посмотрим. Купальники, да. Вот такой вот есть кити. Кити? Купальник. Галь, это горячий. Галь, тепло, Галь. Так, нам сначала сейчас надо обувь купить. Поднимайся. Мне нужно какие-то выбрать. Я абсолютно не могу ходить по египетским магазинам. Везде куча египтян. Сейчас поедем в H&M. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels, they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Я очень люблю этот магазин, Я очень любят этот магазин. потому что там все есть. Одежда. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Вот человеческий магазин. Наверху находится детский отдел. В женский даже не зайти. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Надо обувь посмотреть. Тапки. Вот смотри. Тапочки юникорн. Смотри, Майла клюет. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. Можно эту тапочки возьмем? Это тапочки. У нас же сейчас тепло, будет жарко. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Кстати, здесь есть магазин, который есть в Америке, называется Payless. Магазин Payless. Посмотрим. Маленький. Вот здесь прям целые стеллажи обуви.
Здесь кто был в ПЛС, тот знает. Это носки. Прям по номерам, по размерам, очень здорово. Они Маленькие? маленькие. Ну давай сейчас побольше. Ты сказала, они еще маленькие. Это все девочки. Вот, вот туфли, вот туфли. Это вот девочки, вот мальчики. Мальчики с этой противоположной стороны. Или тут вперемешку. нужно посмотреть. Бэтмен какие? Смотри. Вот это. Посмотрим. Маэс, посмотри свой, чтобы был. А, вот тут тоже Красиво. Подожди, это не та наша ножка. Симпатичная. Это 11 размер. Один? Не, сейчас заодно узнаем, какой Малик размер. Ага, да. Подожди. Маленький. Подожди. Повелит. Вроде под... Ну, посмотрим. Они еще большие, у меня ноги. Малик, покажи сбоку. Малик, сбоку покажи. Да. Сбоку вот так ножку поверни. Наверху, мальчики внизу, девчачьи. Похоже на вот эти. А? Похоже на вот эти. Ну ты выбери что-то, посмотрим Маэс подходящие. Можно смотреть мама. Это твой. Ну как? Не болит ничего? Немножко тут болит. Где болит? Вот тут немножко. Можно снять. Где? Я не вижу. Но это не она. Мама. Ну ты что взяла? Вот эти? На, держи. Малик выбрала вот такие Ой, туфли. она сломала чуть-чуть. Нет, она не сломалась, это я просто сняла. Точно эти, да? Да. Потому что мы выбрали сначала кеды, в другом... Стой. Я что? Одевай. А здесь это магазин Мазеркер. Тут Дай. немножко получше. Малик, на, вот это попробуй. Ну, я так боюсь, будет болеть. Болеть ничего не будет, это хорошая мягкая. Сейчас. Давай. Бабушки. Нет, это большие. Большие, да? Но смотрится, кстати, на ноге очень хорошо. Красивые. Очень красивые туфли. Очень красивые. Ну, покажи, встань, попробуй. Ой, красиво. Ну, можно снимать. Очень красиво, Ну, Малик. потом. Малик, будем. очень красиво. Смотри, Дэнни. Смотри, как. Смотри. Красотища, да? Шарики там. Ага. Мороженое. Жилетик. Это жилет. Давай, что купила? Взяла с собой. Тапочки, туфли. Малик не взяла босоножки. Мы уже выходим начало 12-го. Ничего не вышел, потому что вот это, когда мы поехали в магазин такой, был ботинки такой. Я купила ее и носок. Я завтра буду взять все это. А сегодня не взяли, почему? Потому что компьютер, вот этот магазин, был компьютер не работает. Это Малик купила, чтобы в школу ходить, потому что там Вот. с портфелями не надо ходить. Очень удобная сумочка. Тут молния расстегивается. Можно сюда положить Принцесса карандаши. София. Вот. Это принцесса София фиолетовый. Я возьмела сегодня за день рождения. Это не Вот, и вот такая вот она, очень удобная. Просто чтобы в школу с собой взять там тетрадки, потому что во время экзаменов нельзя брать ничего. Тетрадки и карандаши. Вот, с ручкой. А у меня есть мороженое. Ну так, а еще вот взяли туфли, да? Снимем. Туфельки. Туфель. Как они? Вот так вот они. Отлично. Вот такая модель интересная. Вот. Очень достаточно, кстати, мягкие внутри, снаружи. Подошва наподобие каучуковой подошвы. И что удобно, здесь, как она называется-то? Липучка. То есть на липучке. Вот сейчас снимем. Попробуем примерить. Вот, Малик тут Малик пошла в обуви, они тут оторвались. Вот. Давайте снимем на эти наклейки. Вот. Очень удобные. Удобно, Малик? Да.
Удобно. Буду идти в школу этого. Да, завтра Малик пойдет не в школу. Нет, потом. Очень удобно. Видите, вот детям самим очень удобно снимать. Вот. Одну снял. Одеваться он, конечно, должна с носочком. Два снял. Кошка-прокурор просто везде у нас. Все интересно. Пани. Кошка пахнет мой. Да. Вот. Чего, Дэнь? А, в маленьком доме. И мороженое. Дэнь, ты чего? Чипсы? И мороженое. А, чипсы и мороженое, то есть Маляк доширак и тоже сидит с мороженым. Завтра будет... Можно показать нам? Завтра будет носок и будет ботинки. Завтра мы будем. Это что такое? Завтра будет носок и будет ботинки. Мы завтра будем купить, потому что мы оставили там. Хорошо, завтра. Да, оставили там обувь и носки и Малика. Завтра возьмем. Вот. И ботинки мой. Где, Гаш? Что ты хочешь? Где мои носки? Носки оставили в магазине. Потому что завтра мы будем... Завтра возьмем все. Ребята уже пошли спать, уже ночь у нас. Вот я сижу, работаю. Хотела с вами поделиться, сказать, как и что есть, потому что, чтобы не было, чтобы быть в курсе. Вот сегодня у нас уже больше 3 недель, как Мухаммед ушел, и я хотела с вами поделиться, как бы какая информация, дает ли он деньги, и как бы, опять же, как бы, слава Богу, денег хватает, и вот, просто все получается, слава Богу. Я очень довольна. Значит, как я говорила, в самом начале он дал, когда в тот день он ушел, он дал 100 фунтов. Через 4 там, или через 5 дней он дал, и прибежал, дал 200 фунтов, хотел забрать девчонок, я ему не дала. И, наверное, после 2 с лишним недель он пришел и оставил мне 500 фунтов. Это вообще, это без еды, без ничего, то есть я у него выцегоняла еще 200 фунтов, я сказала, что я платила за машину, за водителей, он мне их, значит, сунул, эти 200 фунтов еще. Вот, то есть мне без учителей, мне от него вот практически за этот месяц удалось получить 800 фунтов. То есть потом он звонил, сказал, что он заплатил за аренду. И что еще? Он сказал, что он заплатил 2 учителям, но всем остальным учителям он денег еще не отдавал. И то есть это просто пропасть какая-то из того, что он обещал, что он будет все делать. На самом деле это все, конечно же, полный бред. И это вчера он позвонил, сказал, что он приедет сегодня и даст денег. Потом он позвонил, хотел, потому что у девчонок уже начались экзамены, у девчонок уже сегодня был 2-й день как экзамены. Я их вожу на экзамены и забираю с экзаменов. И он хотел узнать, как Эя сдала экзамены. Я говорю, она сдала нормально. Я хочу с ней поговорить. Я говорю, она сейчас с учителем, она не подойдет. Все, счастливо, до свидания. Ассаляму алейкум. Я говорю, салям алейкум. И он хотел же, он обещал мне вчера, что он привезет сегодня деньги, ни денег, ничего, и больше он не звонил, ничего не привозил. Я, конечно, на это не рассчитываю, все я прекрасно это понимаю. Это самое главное, что я хотела сказать, что, конечно же, это привычка давить и именно контролировать деньгами. Поэтому самое главное, это не впадать ни в коем случае в финансовую зависимость, вообще никакую зависимость от египтян. Может быть, и от всех мужчин, я не знаю, но это, конечно, экстремальные вот такие вот ситуации, потому что
наши девчонки, когда едут сюда и выходят замуж за египтян, то как бы нужно внимательно относиться именно к тому, чтобы у человека была квартира, вот чтобы не получилось вот так, как получилось у меня. То есть если вы с ним разведетесь, вы однозначно останетесь в квартире, в которой вы жили с детьми. Вот. И, конечно же, обязательно, чтобы у вашего мужа была квартира. Вот. Потому что как бы самое главное это квартира в собственности, в которой вы останетесь с детьми при любом раскладе. Ну, вот. Так что вот так вот. Такая ситуация, как я уже сказала, у девчонок уже начались экзамены. Всю эту неделю они будут сдавать экзамены каждый день. Ну, не всю неделю, у Малик всего 3 дня экзамены, завтра у нее уже последний день, 3-й. И будет сдавать экзамен до четверга, то есть до конца недели. Ну вот мы как-то так мелкими перебежками, и потом у них начнутся каникулы. У Дэни начинаются экзамены в мае, 16 мая, по-моему, это первый день Рамадана будет. Вот. Так что у него еще есть в запасе где-то 3 недели для подготовки к экзаменам. Предметов очень много, приходят учителя постоянно, вот, он занимается. Но я буду надеяться, что он закончит нормально. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Всем, опять же, не успеваю отвечать на ваши комментарии, не хватает абсолютно времени. Я вижу все ваши комментарии, читаю все ваши комментарии. Спасибо всем огромное. Опять же, в каждом видео стараюсь вас благодарить именно за ваши комментарии, потому что отвечать всем просто не могу. То есть всем, кому успеваю, отвечаю. Остальным уж извините. Вот благодарю вас именно вот так через видео. Вот, дай бог у меня получится, может быть, в следующем месяце взять интернет побыстрее, чтобы так долго видео не выходили, именно делать стримы. Стримы будет, я думаю, что трансляции прямые лучше, а мы с вами можем общаться, вы можете задавать ваши вопросы в прямом эфире. Вот, так что будем ждать, что я надеюсь, дай бог, что в следующем месяце я смогу увеличить скорость интернета. Вот. Ну, а возможно позже и купить нормальную камеру, с которой можно будет делать стримы в хорошем качестве. Я, конечно, на это рассчитываю, что дай бог все получится. Я хотела с своей стороны обратиться к девушкам, женщинам, которые, возможно, находятся в сложных ситуациях. Я имею в виду в семейных сложных ситуациях. Не бойтесь что-то менять. Если вы видите, что нарушаются ваши права, либо права ваших детей, не бойтесь менять, не бойтесь менять свою жизнь. Страшнее, на самом деле, оставаться именно в ситуации, когда вы находитесь под каким-то как бы прессингом, то есть либо это financial abuse, либо это, я не знаю, рукоприкладство, унижение, когда унижают вас или избивают вас, или унижают ваших детей. Меняйте ситуацию, говорите об этом. Если муж поднимает на вас руку, обращайтесь обязательно в полицию, обращайтесь в соответствующие органы по вашему месту жительства. Не давайте себя унижать, если финансово вас как бы тоже давлеют, пытайтесь найти какой-то выход. Выход всегда есть. Вы должны помнить об этом, вы не должны этого терпеть. Копите силы, копите деньги, пытайтесь каким-то образом исправить ситуацию, обязательно говорите об этом. Не держите это в себе, говорите в этом, пытайтесь поменять как-то ситуацию. Вот, потому что вот случайно мама мне моя сказала, что в одной группе, там где-то в WhatsApp, что ли, или где-то еще,
опубликовала женщина, одна мусульманка, вопрос, и она спрашивала, что делать. Ей, по-моему, 25 лет, у нее 4 детей, она мусульманка, и она беременна 5-м. И она говорит, что ее муж постоянно хочет взять 2-ю жену, и что она сама даже ходила, уговаривала, разговаривала с этими женщинами, чтобы они согласились выйти за него замуж, и говорит, что с последней девушкой, с которой он ее просил, чтобы она поговорила, она ходила с ней, разговаривала, и после этого у них начался такой флирт, видимо, по телефону там и все остальное. Она говорит, я, конечно, очень ревную, но она все принимает, что мне делать? Жуткая ситуация. Ты когда себе представишь, вот такой молодая девочка, 25 лет, которая родила от него уже 4 детей, она соблюдающая мусульманка, сказала, что он не особо соблюдающий. И то есть, когда вот ты смотришь на эту ситуацию, ты думаешь, Господи, Боже мой, как люди мы вообще... Молодая девчонка, 25 лет, то есть она, понятно, она пытается жить по религии, она хочет жить по религии, она ищет религию, и с другой стороны вот этот вот человек, который абсолютно не ценит вот то, что она, грубо говоря, делает, хотя бы просто не живет по исламу, как это положено, не соблюдает ее права, и какой остается у нее этой девушки выход? Плюнуть на все и пытаться как-то уйти от этого придурка, бросить его, забрать детей и вот как-то самой, может быть, с помощью родителей, может быть, с помощью знакомых, уйти вот это вот, разбить вот эту ситуацию, поменять, не хоронить себя заживо в 25 лет, такой девочкой еще совсем молодой, с 4 детьми, беременная 5-м, и вот такой вот ублюдок. Сейчас я понимаю, многие скажут, терпение, и вот рай поэтому у ног матери. Не надо терпеть. Где этот ислам? Где этот ислам? Мужики устроили себе ислам, который они хотят. Они делают, что хотят, навесили на женщин все, а сами не соблюдают ничего. Сами не соблюдают ничего. И когда женщина, все на ней, дети, и все, а он, понимаешь, только шатается, болтается, понимаешь, это... Плюнуть на него, развестись с ним, уйти от него. То есть эти мусульмане, мужчины, они сами женщин, благодаря вот их поведению, женщины просто вылетают, просто как пробка из бутылки из ислама. Напринимавши всего, выше головы, мотивируя это исламом, то есть женщины, они более искренние. А мужчины пристроился, понимаешь, ему хорошо, она там все принимает, и уважения не будет. Кто будет соблюдать эти исламские законы, кто будет защищать ваши права, даже вот первой жены? Да никто. Пойдешь к исламскому шейху, скажет, терпи, принимай, тебе будет за это награда. Не буду терпеть, не буду принимать. Не буду, не хочу. Не буду. Почему я должна принимать, а он... Понимаешь, такой деловой. Просто потому, что он мужчина? Абсолютно нет. Обидно, обидно. Вот когда читаешь про таких девчонок, 25 лет, совсем еще молодая девчонка, 4 детей, беременна 5-м, еще принимает этого придурка просто. Уходите от него. Уходите от него, плюньте на все. Заберите детей куда угодно. Вот хоть куда. Просто вот от этого унижения и бесчеловечности. Жуткий случай, вопиющий случай. Вот хотела вам просто рассказать, конечно. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Кто поможет этим женщинам, кто их будет... Где судья, который будет судить этого мужика? Да никто. Нету таких судей. Это я говорила еще в том видео про 2-х жен. А что про 2-х? Тут про 1-х, которые на себе все тащат, а эти мужики делают все, что хотят. Вот такая тема сегодня не совсем веселая. Ну ладно, сегодня все. Пока.